Всех приветствую! Вы на канале Филиппова Ди, и сегодня мы с вами свяжем вот такой мешочек. А если вам понравится ролик, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну что ж, давайте приступать. Сегодня буду использовать пряжу Alize Baby Wool, вязать буду в 2 нити, и для нее буду использовать крючок номер 3. И теперь располагаю ниточку следующим образом. Берем крючок, располагаю его вот таким образом и теперь прокручиваю. Таким образом мы зафиксировали нить. И теперь набираю первую воздушную петлю, придерживаю и теперь кончик подтягиваю. И теперь набираем столько воздушных петель, пока цепочка из воздушных петель не достигнет 12 сантиметров. Делаю это следующим образом. Вторая петля, третья, четвертая. Вот такая цепочка у нас должна получиться. И теперь, придерживая вот здесь пальчиком, я набираю еще дополнительно 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вот здесь, где придерживала, сюда мы уже начнем вязать столбики с одним накидом. А вот эти 3 петли у нас имитируют первый столбик. Теперь делаю накид, делается он следующим образом. И ввожу крючок вот сюда. Теперь подхватываю рабочую нить, вытягиваю. У меня на крючке 3 петли. Провязываю сначала 2. И теперь еще 2. И столбик у нас готов. Далее делаю накид. Нахожу следующую стенку воздушной петли. Вот она. Ввожу крючок. Теперь подхватываю рабочую нить. На крючке у меня 3 петли. Сначала провязываю 2 и далее опять 2. Опять делаю накид, нахожу следующую петлю, завожу крючок, вытягиваю нить. Теперь провязываю 2 петли и еще 2 петли. И таким образом продолжаю до конца. И вот так у нас должно получаться. Я дошла до последней воздушной петли. Сюда мы будем делать 3 столбика с накидом, так как здесь у нас будет разворот. Провязываю первый. Сюда же провязываю второй столбик. Сюда же провязываю 3-й столбик. Теперь мы будем вязать по обратной стороне воздушных петель. И первый столбик мне нужно сделать вот здесь. Делаю накид и ввожу крючок за стенку воздушной петли. Опять вытягиваю нить. На крючке у меня 3 петли. Провязываю 2 и еще 2. Опять делаю накид. Вот у меня следующая полупетля. Ввожу крючок, вытягиваю нить и провязываю. Накид. Вот у нас следующая полупетля. Ввожу крючок и провязываю. И продолжаю так до конца. Вот так у нас должно получаться. И я уже провязываю последний столбик. И теперь вот у нас наши 3 воздушные петли, которые мы с вами пропускали.
ввожу крючок в третью воздушную петлю и делаю соединительный столбик. Теперь набираю 3 воздушные петли подъема. Первая, вторая, третья. Это мы будем делать всегда. И первый ряд у нас был установочный. Теперь мы будем вязать 2 ряда, чередуя их. Первый ряд будет состоять просто из столбиков с одним накидом. Делаю накид. Теперь завожу крючок за обе полупетли, вытягиваю нить и провязываю также столбик с одним накидом. Далее опять делаю накид, нахожу следующую петлю, ввожу крючок за обе стенки, вытягиваю нить и провязываю столбик. Накид, ввожу крючок в следующую петлю и провязываю столбик. Таким образом довязываю до конца ряда, то есть до вот этого момента. Здесь везде у нас вот такие петельки, поэтому вяжем по кругу. И вот я довязала до конца, и теперь нахожу вот наши 3 воздушные петли подъема, ввожу крючок в третью петлю и делаю соединительный столбик. И теперь приступаем к вязанию второго ряда нашего узора. Здесь мы будем набирать не 3 петли воздушные, а 4. Вторая, третья и четвертая. И в этом ряду мы будем с вами один столбик пропускать и во второй вязать столбик с одним накидом. То есть делаю накид, вот этот столбик пропускаю и вот сюда провязываю столбик с одним накидом. Далее делаю воздушную петлю, делаю накид, вот этот столбик пропускаю и вот сюда провязываю. То есть мы по одному столбику пропускаем и вместо него делаем воздушную петлю. И продолжаю таким образом до конца ряда. Довязываю ряд до конца, вот провязала столбик, и теперь набираю воздушную петлю, вот этот столбик пропускаю, нахожу третью воздушную петлю подъема, ввожу крючок и делаю соединительный столбик. И вот в принципе и все. Мы теперь будем чередовать ряд из столбика с одним накидом и ряд из столбика с накидом и одной воздушной петлей. Теперь набираю 3 воздушные петли подъема и приступаю к вязанию первого ряда. Но здесь смотрите, как мы делаем. Делаю накид. Сначала провязываю столбик вот в эту арку, завожу в нее крючок и провязываю. А далее делаю накид и теперь провязываю над вот этим столбиком также столбик с одним накидом. Опять накид, столбик в арку, накид, столбик над столбиком предыдущего ряда. И продолжаю так до конца. Следующий ряд будет вот таким же. Я его вам уже показывала. И теперь вяжем самостоятельно, пока высота нашего мешочка не достигнет примерно 12-13 сантиметров. Я довязала до нужной длины, у меня это 12 сантиметров. И последним я провязала ряд вот такой ажурный. Если у вас сейчас провязан ряд просто из столбика с одним накидом, то вам следует провязать вот такой вот ряд. И мы сейчас уже будем завершать нашу работу. Сейчас нам нужно провязать еще 2 вот таких ажурных ряда. И как обычно набираю 4 воздушные петли, 3, 4. И сейчас делаю накид
и провязываю столбик над столбиком предыдущего ряда. Теперь делаю воздушную петлю, накид и провязываю столбик опять над столбиком предыдущего ряда. То есть провязываем опять же ажурный ряд. Этот и еще один. И всего у нас получится 3 ряда подряд ажурных. И теперь приступаем к заключительному ряду. Сейчас я буду менять нить на белую. Для этого ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю и вывожу уже белую ниточку. Далее нам сюда же нужно провязать столбик без накида. Вяжется он следующим образом. Ввожу крючок в это же место, вытягиваю нить, на крючке 2 петли, провязываю. Далее набираю 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и сюда же провязываю еще 1 столбик без накида. Теперь вот эту арку мы пропускаем и будем вязать над вот этим столбиком. Ввожу крючок и делаю столбик без накида. Далее набираю 3 воздушные петли и сюда же провязываю еще 1 столбик без накида. Далее пропускаю арку и вот сюда провязываю столбик без накида. Опять 3 воздушные петли и сюда же еще 1 столбик. И таким образом продолжаю до конца ряда. Коричневую ниточку можно уже обрезать. Завершили обвязку и теперь ввожу крючок вот сюда и делаю соединительный столбик. Нить вытягиваю и обрезаю. А мы приступаем к завязкам. Нам понадобится коричневая ниточка. Берем нашу нить. И теперь набираем цепочку из воздушных петель. Эта цепочка должна равняться обхвату нашего мешочка и плюс несколько сантиметров. Длина моей цепочки из воздушных петель составляет 32 сантиметра. И вот я ее уже завершила. Нить вытягиваю. И вяжем еще одну такую же. После того, как провязали вторую цепочку из воздушных петель, нам застежку нужно с вами теперь сделать. Вот у нас столбик находится сбоку. Мы сейчас будем вставлять нашу цепочку из воздушных петель вот сюда, во второй ряд. Присоединила булавку к цепочке и вот таким образом начинаю ее вставлять. То есть прохожусь над столбиком и под столбиком. И вытягиваю нашу цепочку. И так делаю по кругу. Далее нам нужно взять вторую цепочку из воздушных петель. Теперь буду вставлять эту цепочку уже с другой стороны, то есть вот здесь. И вот так должно получаться. То есть прохожусь так же, как и в прошлый раз, чтобы у нас косички находились обе внутри.
После того, как обе цепочки вставлены, нам нужно вот эти кончики соединить. Для этого делаю узелочек. И вот так у нас должно получиться. И вот так работает застежечка. А если вам понравился ролик, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Всем пока!